Всем привет, кто любит пчел. Сегодня 17 августа, скоро пора закармливать пчел. И сегодня будем делать такую разведку, скажем так, осеннюю ревизию. Задача сегодняшнего дня — узнать, сколько кормов в семье, сколько семьи занимает рамок, кого нужно сокращать, кого нужно ликвидировать, кого нужно усиливать, кого нужно подкармливать и в каких объемах. Вот такую работу надо сегодня сделать. Первым делом осматриваю я самые слабые и неблагополучные семьи. Потому что есть у меня такие отводочки, которые с запасными матками, облетные отводочки, страховочные, которые со старыми матками. Там есть совсем маленькие семьи, по 2, по 3 рамочки. Вот, то такие семьи, конечно, зимовать нормально не будут. Да и старые матки, которые в некоторых семьях находятся, в страховочных, они уже как бы и не нужны. Поэтому сначала осматриваю такие вот бедовые семьи и смотрю по результату осмотра, что с ними сделать. То ли объединить их вместе, то ли, если они более-менее в нормальной силе, усилить их и пустить в зиму как отдельную, скажем так, единицу, если у них матка хорошая. Ну и покормить, может, их надо. В общем, со слабыми семьями сейчас надо работать. Чтобы с ними работать, надо знать, что у них творится. Но чтобы их исправлять, соответственно, надо их предварительно осмотреть, узнать, что у них делается, что им надо, а потом уже лезть в сильные семьи и по ходу действий, соответственно, исправлять недостатки и недочеты в слабых семьях. Так что сначала я осматриваю слабенькие семьи, бедовые. Отводочки, слабые семьи. Вот маточка бегает. А потом уже осматриваю сильные. Пчелы сейчас спокойные, воровства нету, потому что взяток хоть и кончился, но есть какой-то поддерживающий взяток, и пчелы все летают туда на взяток. Поэтому сейчас такой большой проблемы нету с воровством. Ну вот пройдет несколько недель, и будет воровство такое, что в улей просто не залезешь и не посмотришь. Это маленькая семейка с запасной маткой. И вот они работают. Значит, сейчас, в это время, определять силу семьи по наличию пчелы в улье смысла нет. Потому что осматриваю я днем, и вся пчела, соответственно, улетела искать меда. Если хотите определить силу семьи, то есть сколько у вас пчел есть, то надо пчел осматривать либо рано утром, либо вечером, как солнце зашло, когда все пчелы находятся в улье. Утром они еще не вылетели, а вечером уже прилетели. Вот тогда можно определить настоящую силу семьи, сколько у вас есть пчел. А сейчас силу семьи можно определять только потому, сколько они осваивают рамок. Сразу видно, сколько пчелы держат рамки освоенными, а сколько рамок им лишние, и они не востребованы. Вот классический случай. Литок, рамки я вытянул напротив литка пустые. Расплодное гнездо вот там, вон в стороне от литка находится. И это на данное время абсолютный непорядок, потому что придет воровство, оно уже не за горами, скоро-скоро уже придет. И если рамки с расплодом стоят не напротив литка, пчелы литок охраняют плохо. И такие семьи выбивают. И в результате осенью поздней у вас вместо пчел в улье останутся только одни рамки. Непорядок. Значит, расплодное гнездо оттуда надо перенести напротив литка и поставить. Таким вот образом рамки перенес напротив литка. Там у меня теперь получилась дырка, недостаток рамки. И вот эту вот дырку я заполняю сушью. То есть даю им сушь, ставлю рамки под засев. Матка должна быть обеспечена местом, куда засевать яйца. Они еще, матки в силе, еще нормально работают. Вот пусть и работает. После осмотра слабых семей теперь я осматриваю сильные семьи. Что здесь надо смотреть? Наличие кормов, не роятся ли пчелы, потому что после медосбора пчелы, семьи частенько могут роиться по некоторым причинам, вернее по одной причине. И часто так бывает, медосбор заканчивается, и тут же полпасеки изроилось. Бывает такое нехорошее дело. Значит, наличие меда, роение
И самое главное, сколько расплода есть. Если матка плохо откладывает расплод, и у нее есть пчелы, есть все основания для того, чтобы расплод откладывать, а она его не откладывает, значит матка никудышняя, матку надо менять. Если не в этом году нет у вас запасной матки, то обязательно на следующий год ее надо поменять. Опять же смотрим расплод напротив литка. Выкачиваешь мед, и пчелы сразу возле литка начинают складывать новый мед. Получается, они заливают рамки возле литка медом. Сейчас это ничем не грозит, ничего страшного в этом нет. Но вот когда пойдет повальное воровство, а до него уже рукой подать, вот тогда пасека будет отгребать со всей пролетарской ненавистью. Рамки идут с медом, висит какой-то маточник. Нет, это просто мисочка. Ну, то, что я говорю, после медосбора пчелы могут даже и изроиться. Дальше у нас идет уже вот литок. Обычно я литок ставлю напротив второй, третьей рамки. Расплоду еще нету. Значит, мы этих пчелок стряхиваем, рамку в сторону. Будем искать, где у них расплодное гнездо, и ставить сюда расплодное гнездо. Пустая рамка, ничего нету. Расплод нет. Или да, нет. Меду у семьи хватает. Хватает, только он еще разбросан по всему улью. Поэтому можно понемножечку приступать к сушке меда. Ну, в общем-то, они и сами к ней приступят, как только все мы правильно сделаем. Вощина. Не потянули. Ну, не потянули, значит, забираем вощину. Больше они уже в этом году тянуть ее и не будут. Ну, а вот пошло расплодное гнездо. Вот пошел расплод. Так вот, в это время у хорошей семьи расплод должен быть не меньше, чем на 8 рамках. А желательно и больше. Чем больше сейчас расплода, тем легче будет нам жить весной. Здесь расплод уже вышел, и матка опять новый расплод засеяла. Уже личинки, червячки. Сделали они расплодное гнездо совсем не напротив литка. Мне, конечно, дурню легче было этот литок открыть. Но так как я не знал, что здесь такая ситуация, то теперь буду передвигать рамки. Ну, вот так вот рамки с расплодом ставлю им в одну сторону. Желательно рамки с расплодом поставить с южной стороны улья, потому что южная стенка улья, когда уже похолодает, будет обогреваться солнцем. Солнышко будет нагревать ту стенку. Вот расплод открытый. Матка полным ходом засевает яйца. То есть матки еще сильно не тормознули. Солнышко будет нагревать южную сторону, она будет греться и, соответственно, будет таким естественным способом подогревать гнездо пчел осенью, что благоприятно будет сказываться на их развитии. Вот так вот. Укомплектовали ей расплодное гнездо, ну а дальше даем им рамки с медом. Это их стратегический запас на зиму. Меда у этой семьи на зиму хватает. Сейчас мед разбросан по всему улью, но они его стянут. Вот как только расплод уже будет заканчивать выходить, так тут же пчелы начнут стаскивать весь мед со всего улья в гнездо, в середину гнезда. И весь этот мед, который сейчас лежит по всему улью, они сконцентрируют в гнезде. И таким способом гнездо на зиму сформируется само собой. Мы им только в этом будем помогать. А помогать я им буду тем, что буду потихонечку распечатывать вот этот вот мед, который в рамках. И они будут их перетаскивать. Таким способом получится у нас поддерживающий взяток тогда, когда его уже не будет. Потому что сейчас взяток поддерживающий в природе еще есть. Поэтому они не слишком стремятся перетаскивать мед. У них в природе еще кое-что есть. Хотя если посмотреть на рамки крайние, дальние от гнезда пчел, то видно, что пчелы сосут мед. Вот сидят пчелки и высербывают мед из рамки и тащат его в середину гнезда. Готовятся к зиме.
Сейчас такой явной подготовки к зиме не видно, потому что еще у нас стоит жара по 30 градусов. Но как только жара эта спадет, немножко похолодает, так тут же эта работа быстренько будет форсироваться. Вот такая вот сегодня у меня работа с пчелами. Определиться, что делать со слабыми семьями, сводить вместе, усиливать, осмотреть сильные семьи, сделать им правильные гнезда для наращивания пчел, дать им суши, потому что может так быть, что они зальют гнездо, и матки просто не будет куда откладывать яйца. Ну, а все остальное они сделают сами. Вот и вся работа. И главное все это записывать в журнальчик, чтобы не забыть. Потому что эта ревизия будет определять дальнейший ход работы на пасеке на всю осень.